Вы на канале «Это вкусно». Забудьте о сковороде. Финский блин для тех, кто не любит долго стоять у плиты и печь блины. Замесите тесто и вылейте его на противень. Все остальное сделает духовка. Быстро, просто, вкусно, идеально для занятых хозяек. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео, а я приступаю к готовке. Готовлю блин. В миску разбиваю яйца, добавляю щепотку соли, сахар и перемешиваю массу венчиком. Количество сахара в рецепте может меняться в зависимости от того, какую начинку вы собираетесь добавить в блин, сладкую или не сладкую. Вливаю треть от общего количества молока и еще раз перемешиваю. Молоко лучше использовать теплое. Всыпаю муку, вымешиваю гладкое тесто без комочков. Вливаю оставшееся молоко. Последний ингредиент – растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим. Перемешиваю. Вот такой густоты тесто получилось. Оставляю тесто отдохнуть на 15 минут. Духовку разогреваю до 220 градусов. У меня противень большого размера, поэтому я сделала из пергамента лист чуть поменьше. Его размер 30 на 35 сантиметров. И подняла бортики, так как тесто жидкое. Выливаю тесто на лист и ставлю в разогретую духовку на 15-20 минут. Первые 5 минут с блином ничего не происходит, но затем тесто начинает подниматься пузырями, сначала по краям, потом в середине. Блин получается пышный и высокий, но при остывании опадает и станет плоским. Это нормально. Мой блин готов. Достаю из духовки и даю немного остыть. У меня на канале есть много рецептов блинчиков с разнообразной начинкой. Они собраны в подборку, которую вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Блин остывает, готовлю начинку. Она у меня будет творожно-ягодная, замороженная красная смородина и черника. Можно использовать любые ягоды на ваш вкус. На заметку, очень вкусно финский блин получается с замороженной вишней. Не дожидаюсь, пока они разморозятся, добавляю к ним сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваю и ставлю на плиту. На небольшой мощности довожу до кипения. Постоянно помешиваю, провариваю минуту-полторы. Как только ягоды стали глянцевыми, масса загустела, начинка готова. Ее нужно остудить. Теперь творожная часть начинки. Смешиваю в миске творог, сахар и добавляю сметану. Пробиваю погружным блендером, чтобы получилась гладкая однородная масса, похожая на крем. Все готово, осталось подать. Самая простая подача – это нарезать блины на полоски, полить любым джемом, сметаной или сгущенкой. Но у меня есть крем и начинка. Смазываю кремом, добавляю ягоды. И все, можно пробовать. Второй вариант – это свернуть рулет. Это очень просто. Смазываю блин творожным кремом, выкладываю ягодную начинку и сворачиваю рулет. Все готово, можно пробовать. Начинка не обязательно должна быть сладкой. Делайте финский блин из всего, что любите. Для приготовления финского блина мне понадобилось 3 яйца, 500 мл молока, 50 граммов сахара, 160 граммов муки, 30 граммов растопленного сливочного масла и щепотка соли. Для творожного крема 200 граммов творога, 50 граммов сахара,
100 граммов сметаны. Для ягодной начинки 150 граммов ягод, 50 граммов сахара и 15 граммов кукурузного крахмала. Этот десерт не требует особых кулинарных навыков и готовится проще простого. Забудьте об утомительной жарке, экономьте свои силы и время. Готовится быстро, получается всегда вкусно. Еще больше вариантов блинчиков смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал «Это вкусно».